Всем привет! Обзор сегодня про сварочный аппарат. Будем собирать матрицу для заливки пенополиуретановых нуклеусов, но это в будущем. Важный плюс этого аппарата — это его вес меньше 5 килограммов. В общем, теперь поподробнее. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. Поставляется вот в такой большой упаковке. Конкретно эта комплектация в комплекте со сварочной маской. Дополнительно с маской в комплекте можем видеть и защитные стекла. Есть также два запасных элемента питания стандарта CR2032 и защитное стекло — это органическое стекло, акрилполикарбонат или оргстекло, не знаю как правильно назвать, но в общем расходный материал. Также для маски краткое руководство пользователя, в котором есть и регулировка головного крепления, возможности по работе настройки светофильтра и другая техническая информация. Маска сделана в таком ярком цвете с указанием названия бренда, есть регулировка наклона. С виду маска неплохого качества, больше всего нравится приличное окно светофильтра, панель для сбора солнечной энергии или же энергии от сварочной дуги. В общем, как видим, все сделано очень аккуратно. Радует также наличием сразу 4 сенсоров. Больше всего удивляет функционал маски. Это куча всевозможных настроек. Если загорается этот индикатор, то это говорит о низком уровне заряда элементов питания. С помощью кнопки «Тест» уже непосредственно без зажигания дуги можно протестировать все возможности данного светофильтра. Это в первую очередь удобно для настройки задержки или хотя бы просто проверить работоспособность. А с этим регулятором можем уже регулировать чувствительность с низкого значения на более высокое. А с помощью этого регулятора уже можем устанавливать уже более правильную задержку. Особенно полезно при импульсной точечной сварке, где не придется долго ждать открывания шторки. И с помощью крайнего регулятора, скорее всего, можно регулировать уровень затемнения, то есть пропускать большее или меньшее количество света. Изнутри также установлено в качестве защиты светофильтра органическое стекло. И самое главное, смотрим, что светофильтр не так сильно искажает цвета, не искажается и геометрия. Но важнее всего это то, что дисплей не монохромный, а передает все цвета радуги. Качество покрытия, конечно, непонятно, насколько это будет практично, а изнутри это уже обычный матовый пластик. Хорошая мягкая обшивка головного крепления. Все регулируется и сделано достаточно долговечно. Светофильтр работает сразу от 2 элементов питания. Также можем видеть и маркировку модели. В комплектации с сварочным аппаратом идет руководство пользователя на английском языке, в котором можем видеть все механические параметры. Это и частота, и ток на входе, и на выходе. В общем, все основные технические параметры. Горелка МИГ для полуавтомата имеет вот такую одну запасную насадку, наконечник. Также в комплекте токопроводящий наконечник диаметром 0,8 мм. Для чистки щетка-молоток. Провода здесь хорошим сечением. И такой зажим в качестве массы. И длина такого провода почти 2 метра. Держатель электродов рассчитан максимум на ток коммутации до 200 ампер. Провода здесь также эластичные.
стоит отметить отличный тугой ход держателя для надежной фиксации электрода под разным углом. И длина этого провода также порядка до 2 метров. Еще в комплекте маленькая катушка на половину килограмма сечением провода 0,8 мм. Хорошая герметичная упаковка. Диаметр такой катушки 10 см и высота 45 мм. Из органов управления всего 2 регулятора и одна кнопка переключения режимов. В зависимости от выбранного режима регулятором можем настроить либо напряжение или вторым регулятором регулировать силу тока, а индикатор позволяет более точно настраивать аппарат под соответствующие режимы сварки. Лакокрасочное покрытие хорошего качества, как на дорогих больших аппаратах, удобная ручка для переноски. Сбоку есть отсек для загрузки катушки. Смотрим, как устроен механизм подачи проволоки. В отзывах смотрел, у некоторых есть проблемы с подачей, но это скорее из-за неправильной настройки. Поскольку ролик имеет соответствующую насечку под свой диаметр проволоки, при правильной установке не вижу никаких проблем с подачей. И даже если будут какие-либо проблемы, состояние аппарата буду отражать в комментариях. И скорее всего проблемы с подачей провода связаны с неправильной установкой вот этого ролика. Так что здесь всего два фактора. Это точный подбор сечения проволоки и точная установка ролика подачи. Для установки катушки тоже все предельно просто. 5-килограммовая катушка сюда точно не влезет, поскольку посадочное место менее 200 мм. На тыльной стороне принудительная система охлаждения, организована неплохая циркуляция воздуха. Герметично в гофре организована и кнопка включения для пыли и влагозащиты. И в отличие от обычного тумблера, здесь очень мягкое плавное переключение. Длина сетевого провода 1,5 метра. Хорошо, что и вилка идет под сразу наши стандарты розеток. Выход на горелку организован вот таким образом. И качество самой горелки тоже с виду вроде как неплохо. Ну и электрод, тока передающий наконечник. В комплекте, к сожалению, только с одним диаметром, то есть 2 штуки по 0,8 мм. И данный рукав также имеет длину 1 метр 70 сантиметров. Катушка одевается следующим образом. И чтобы рукав не повредить, так скажем, чтобы где-нибудь не застряло, надо следить за тем, чтобы край проволоки не был острым. Теперь заглянем и в начинку прибора. Двигатель для подачи проволоки. Прямо напротив вентилятора неплохого размера радиаторы. Не вижу и маркировки. Скорее всего, это IGBT транзисторы высокочастотные, которые также устанавливаются и в очень мощные импульсные блоки питания. С другой стороны тоже уже видим, нормально читается маркировка, неплохое качество пайки и есть соответствующая маркировка компонентной базы. Первое включение аппарата и на режиме полуавтомата. Можете оценить и работу светофильтра. Проекция, картинка идет именно через данную маску. Работа с полуавтоматом в первый раз, поэтому прошу строго не судить. Смотрим, как варит и толстостенные детали, хотя эта задача была для дуговой сварки, но для сборки ответственных высокоточных конструкций, чтобы при нагреве конструкция не скрутила, не повело, так скажем, в бараний рог.
будет интересна оценка профессионалов. И в данном режиме полуавтомата пробуем варить толщину 1 мм. Еще тонкостенная профильная труба. В целом нравится, как варит, остается только набить руку. И теперь попробуем еще 0,4 мм оцинковку. И в данном случае очень требовательно к установке режима сварки, и варить удается только точечным способом, хотя даже при минимальных установках металл местами может прожигать. Видим, металл на месте сварки даже невозможно поломать. Что же касается режима работы дуговой сварки, в параметрах руководства пользователя это максимум 120 ампер тока на выходе. Только вот значение регулировки на индикаторе пока мне непонятно, поскольку индикация меняется от 22 значения до 200 ампер. Или это не амперы, и если не амперы, то как точно устанавливать значение 100-110 ампер для работы с тройкой электродом? Это пока еще остается вопрос открытым. Теперь смотрим, как все это варит. Здесь, как и на других сварочных аппаратах, очень требовательно к правильной установке значения тока, и с таким индикатором пока непонятно, какое значение устанавливать для электродов в 3 мм. Будем тестировать далее, и в будущих роликах работа будет проводиться с более точно подобранными параметрами режима сварки. Что же касается режима работы TIG, хоть и данная функция в данном аппарате присутствует, но конкретно моя комплектация идет без данной горелки, хотя этот режим в будущем обязательно проверим. И еще смотрим на то, как поставляется аппарат. Для качественной транспортировки смотрим вот такой воздушный карман. Эти тиски в комплект не входят. Но кому интересно, имеет вот такие габариты. И в целях поддержки развития канала не забудьте лайк, комментарий и подписаться. Всем спасибо за просмотр.